Спортивные смарт-часы, которые запали в душу многим пользователям. Данная модель может похвастаться своими прочными материалами, отличной сборкой и брутальным дизайном. Помимо этого, они имеют интегрированный чип Sony GNSS с 4 системами позиционирования, датчиком сердечного ритма биотрекер, 80 профессиональных спортивных тренировок, среди которых, разумеется, есть плавательные, так как корпус часов водонепроницаемый, имеет защиту от влаги 5 атмосфер. Также отмечу хорошее время автономной работы, большой трансселективный дисплей, возможность загружать музыку прямо на часы и потом прослушивать все это дело через беспроводные наушники. Есть возможность подключения нагрудного датчика. Как вы уже догадались, сегодня речь пойдет о смарт-часах Xiaomi Amazfit Stratos 3. И есть ли какие-то изменения в их работе или в приложении за то время, что они продаются, сейчас я вам расскажу. Разумеется, на эти часы уже было 2 обзора на канале, но они были давно и в другом чуть-чуть качестве. Сейчас расскажу, я думаю, интереснее. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я делаю, получается, уже 3-й обзор на Amazfit Stratos 3. В чем их плюс? На данный момент, на момент издания ролика, они все еще автоматически выгружают данные в Страву, которая, по идее, уже в нашей стране не работает. К ним, разумеется, можно подключить нагрудный датчик, закинуть туда музыку и через них же прослушивать эту музыку через Bluetooth наушники во время бега. Разумеется, здесь есть встроенный GPS, они не боятся воды и очень много еще плюшек. Но основная, это вершина технологии у Amazfit по спортивным часам. Разумеется, это не Garmin и не Suunto, и в каких-то моментах, еще раз повторяю, вот по моему жизненному опыту, они намного лучше. Да, это не Stratos плюс Stratos 2, который вы можете посмотреть 2 обзора уже, или 2, получается, на канале, может быть даже 3 у меня. У них ценник был до 5000 рублей. Это дело когда-то я покупал за 15. Сколько сейчас это стоит, смотрите в телеграм-канале скидок по ссылке в прикрепленном комментарии. В описании к видео. Почему? Потому что... ну, очень дешево, поэтому у меня такая улыбка в рублевом эквиваленте. Выглядит все это довольно круто, безель есть, утоплен минимальный экран. Если брать сами часы, очень многие не спортсмены их носят за внешний вид, он довольно брутален. По автономности никакого космоса здесь не ожидайте с одной стороны. С другой стороны, это вам и не Apple Watch, которые через день-два у вас будут разряжаться полностью. Магнитная зарядка вот такая. Нового они ничего не выпускали и вряд ли выпустят, потому что, ну, те модели, что у них уже были, с возможностью подключения нагрудников и запиливанием туда музыки, с возможностью использовать наушники, по этим ценам, но я не знаю, что им нужно придумать для того, чтобы мотивировать пользователей, которые настроены на спорт, для того, чтобы покупать что-то дороже. Следующий момент. Подачу вы увидели, как это все выглядит. Ремешок у них довольно качественный, хорошо тянется, разумеется, быстросъемный. С ремешком весит все это дело 59 граммов. Без ремешка давайте сниму, потому что проще будет измерять. 39 граммов. К слову, Apple Watch 66. Те, кто будут рассказывать, что это слишком много весит. Понятно, что с ремешком, но вот такие вот дела. По размерам штука очень габаритная. Очень часто на службе встречал людей, которые носили их просто за внешний вид. Почему? Потому что диаметр у них 48 миллиметров, в толщину они 13,6 миллиметра. Это прям такая массивная штуковина, которая довольно неплохо будет отслеживать ваше физическое состояние. И в целом, учитывая внешний вид, учитывая остальные их плюшки, вот этих конкретно Amazfit Stratos 1, 2 или 3, я могу сказать, что за свою стоимость они идеальны для спортсменов, которым не раздают часы из разряда Феникса 6. На, потому что ты спортсмен, а тебе придется прийти в магазин. Даже если у тебя зарплата 2-3 тысячи долларов, для тебя это будет весомо. Вот это дело для тебя весомо не будет, особенно если зарплата у вас в рублевом эквиваленте. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Про телеграм-канал скидок и телеграм-канал взаимопомощи я уже рассказывал. Самое жирное вчера было это за 36 600 продавался OnePlus 10 Pro. Да, вы не ослышались. И Xiaomi 12X стоил 29 тысяч. Это прям очень приятно, если ничего за это время не поменялось в курсе или возможности покупать через Kiwi. Опять же, как инструкция есть в телеграм-канале со скидками, то ценники примерно такие. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к часам. Полетели. Поставляются данные часы только в одном варианте расцветки, а ремешок, как я уже говорил, можно подобрать на свой вкус. Внешние часы выглядят брутально, и однозначно на мужской руке они выглядят отлично. Нижняя часть часов изготовлена из усиленного пластика, безель из нержавеющей стали 316L и циркония
циркониевой керамики. Кнопки и ушки для ремешка также из нержавеющей стали 316L. А с фронтальной части экран покрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3-го поколения с олеофобным покрытием. Притом у многих эти часы вообще царапаются чуть ли не на второй день, у других по отзывам они по 2 года ходят без царапин. Так что тут зависит от того, как вам повезло. Тактильно материалы все так же качественные. При носке из-за веса часы слегка ощущаются, но не мешаются, что хорошо. Спать лично мне в них было комфортно. На корпусе расположили 4 утопленных контакта для зарядки, датчики мониторинга здоровья, такие как датчик биотрекер ППГ, 6-осевой датчик ускорения, 3-осевой геомагнитный датчик и датчик давления воздуха, барометр. Далее есть 4 физические кнопки для навигации по меню часов. Нажимаются они хорошо, но у 2 крайних кнопок есть небольшой люфт. Во всяком случае в моей модели. Переназначить кнопки, к сожалению, возможности нет. Опять же, может быть, чем-то переназначают. Летим дальше. Оснащены смарт-часы дисплеем на 1,34 дюйма трансфлективным MIP с разрешением 320 на 320 точек. Скроллинг плавный, без рывков, что радует. Как и то, что картинка довольно четкая. Особенно актуально при занятиях спортом, как вы понимаете. Яркость 5-ступенчатая. В солнечный день, разумеется, вглядываться в экран не приходится, так как это и есть задумка трансфлективного экрана. То есть, проще говоря, светлое время суток, либо при прямых попаданиях лучах солнца читается еще лучше, чем с подсветкой. А в темное время суток яркости экрана достаточно, экран не слепит. Интерфейс, как вы заметили, доступен на русском языке с хорошим таким переводом. Далее, с главного экрана свайпами можно перейти к уведомлениям, к меню, в панели быстрого доступа и пролистать виджеты сверху вниз или наоборот. К слову, у многих проблемы с уведомлением, тут все зависит от прошивки. Меню небольшое, все стандартные приложения на борту, из интересного таймер и секундомер с возможностью работать в фоновом режиме. Считайте, мультизадачность есть. Будильник, который можно завести без смартфона, местоположение, которое показывает координаты местоположения, их можно сохранять для дальнейшего использования. К примеру, можно построить маршрут к определенной сохраненной точке, музыкальный плеер, который воспроизводит музыку, которую можно закинуть на часы через USB. Но так как часы не оснащены динамиком, нужно подключать беспроводные наушники либо колонку. Воспроизведенную музыку на смартфоне также можно переключать или регулировать громкость прямо с часов. Летим дальше. Операционная система MSFit OS. Оперативная память 512 мегабайт, не путаем с гигабайтами, LPDDR3. Внутренняя память в настройке часов показывает 2,28 гигабайта, а доступна пользователю 2,16 гигабайта для музыки или приложений. Bluetooth древненький, Wi-Fi на 2,4 ГГц, только он. Из навигации на борту GPS плюс GLONASS, GPS плюс Galileo, GPS плюс Beidou. В настройках на часах можно выбрать один из 3 вариантов на ваше усмотрение. Местоположение определяет довольно долго, до 20 секунд, но есть время на разминку перед пробежкой. К слову, в прошлый раз, когда я обозревал данную модель, местоположение определялось до 12 секунд. Так что что-то не в лучшую сторону изменилось. Карты часы строят хорошо, загружать маршрутные часы возможность есть и пользоваться плеером, что удобно. Режим возвращения к исходной точке на карте и звуковое сопровождение через наушники имеется. Stratos 3 также оснащены алгоритмом First Beat. Автоопределение тренировки есть. К примеру, при беге приходит оповещение, в котором предлагается начать тренировку, но оно периодически опять же с прошивками отваливается. Звонить часов нельзя, входящий вызов можно сбросить или включить беззвучный режим. Никаких заготовленных сообщений нет. Вибромоторчик хороший, настроить силу вибрации можно. Уведомления приходят с задержкой в секунду, смайлики отображаются, но не все, я бы сказал, большая часть. А вот момент с иконками приложений до сих пор не допилили. Нет их, я думаю, и не будет. Отвечать быстрыми заготовками, что на вызовы, что на уведомления, нельзя. Уведомление о потере связи со смартфоном работает исправно, что радует. Также, как я уже говорил, беспроводные наушники подключить к часам можно, но также, разумеется, можно спокойно подключить нагрудный датчик или датчик каденса. Я, к примеру, использовал Polar H10. Единственное, не напутайте там с протоколами, потому что не все нагрудники подходят. Допустим, гарминовские, как я знаю, нет. Пульсометр работает как в перманентном режиме, так и в автоматическом. Пульс воздуха в моем случае часы считывали, что плохо. На руке показатели хорошие, но если есть нагрудный датчик, то во встроенном пульсометре необходимости, разумеется, нет. Сон мониторят корректно, как и фазы сна, но не дневной сон. Летим дальше. Емкость аккумулятора 300 мАч. Полный цикл зарядки занял 2 часа 24 минуты. За ночь у меня ушло всего 2% заряда. В общей сложности заряда аккумулятора в активном сценарии использования хватает на 5,5 суток, опять же, если часы новые, потому что со временем, разумеется, аккумулятор просаживается. В часах также предусмотрен режим ультра, который может продлить время автономной работы до 14 дней по заявлению производителя, а также по моим тестам. За 1 час тренировки в смарт-режиме с GPS, но без подключенных Bluetooth устройств, уходит до 15% заряда. Водонепроницаемость 5 атмосфер, как и все устройства с каким-либо классом водонепроницаемости, я их протестировал, окунув в проточную
проточную воду. По итогу с ними ничего не произошло, чему я не удивлен. Плавать и так далее с ними можно спокойно. У меня есть такие же старенькие, в них я плавал, никаких проблем не было, не умерли. Летим дальше. Данные часы работают в паре с приложением ZEP. На главном экране в приложении мы имеем 3 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка предназначена для тренировок, и последняя — это профиль, через который можно перейти к настройкам самих часов. На главной странице с часами мы видим версию прошивки и внутреннюю память. К слову, обновление пришло, как только я подключил их к приложению. Далее есть заряд аккумулятора в процентах, что хорошо и удобно. Магазин с небольшим выбором циферблатов, а именно 11 штук. Свою фотографию установить у меня не получилось, но хорошо, что пользовательские циферблаты и возможность загрузить сторонние циферблаты здесь есть. Помимо вышеперечисленного есть настройка приложений, менеджер виджетов, настройка уведомлений, обновление прошивки. Выгружать данные в Страву, как мне сообщили, можно, но, к примеру, я даже заново зарегистрироваться в Страве не смог. То есть, если у вас есть регистрация, пока стратосы выгружают, без всякого VPN. В целом, я бы на это не надеялся. Приложение ZEP работает корректнее, чем раньше. Лично у меня с ним проблем в последнее время вообще не было. Минусы остались прежними. Нет динамика, нет микрофона, нет калькулятора, нет отслеживания беговых лыж, нет работающего NFC, нет возможности вставить сим-карту и не совсем удобный музыкальный плеер. Плюс, конечно же, глюки с прошивкой. 250 страниц на FOPDA об этих часах лишний раз доказывают то, что то одно отваливается, то другое. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Разумеется, Stratos Plus — это вторые Стратосы. Сейчас покупать выгоднее. Почему? Потому что за 4600 можно новые купить. У меня обзор недавно был свежий на канале на них же. По большому счету функционал плюс-минус тот же. Да, они менее крутые, да, у них каких-то плюшек нет. С одной стороны, с другой стороны, можно фактически выиграть 60% стоимости. На данный момент эти часы сколько стоят, опять же, можете посмотреть в телеграм-канале скидок, прикрепленном комментарии, либо в телеграм-канале взаимопомощи. Я там выкидываю актуальные цены, опять же, с пересчетом при покупке через Kiwi, потому что через него покупать сейчас выгоднее. Через Kiwi доллар 60 рублей 50 копеек, через AliExpress 69. Да, там нужно чуть-чуть включить голову, но с другой стороны, когда ты выигрываешь почти 12%, а где-то и 20% стоимости, я думаю, стоит заморочиться. Резюмирую, Xiaomi Amazfit Stratos 3 однозначно рекомендую к покупке, так как за эту стоимость, за которую я их приобрел, это просто великолепные часы. Garmin с теми же характеристиками будут как минимум в раз 5 дороже. Мое мнение остается неизменным. Если вы нагружаете свое тело физическими тренировками, данный девайс однозначно будет отличным помощником в этом деле. Да, там какие-то недостатки из разряда того, что на циферблатах показываются километры, а не шаги. Есть проблемы, что сейчас не определяется автоматически тренировка. Не все определяются. Есть проблемы с оповещениями, но серьезно, это чисто спортивный девайс. Это чисто спортивный гаджет для людей, которые серьезно занимаются спортом. Либо второй вариант: вы крупный мужик, и вам нужны такие массивные часы. Подписываемся с колоколом, ставим лайк за труды, пишем в комментариях, что еще купить на обзор. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.